Всем привет! С вами Карина Загоскина. Сегодня у нас очень жарко, поэтому я с вами очень по-летнему. Давайте подождем, пока придут люди. Те, кто приходят, пожалуйста, сразу же пишите, из какого вы города, занимаетесь ли вы зефирной флористикой, либо же зефиром. Так, народ прибывает. Итак, пока народ собирается, я немного расскажу о себе. Занимаюсь я кондитеркой больше 20 лет, с перерывами. С последние 2 года я занимаюсь зефирной флористикой. Это меня очень увлекло, потому что мне гораздо больше понравилось заниматься именно зефирными цветами, так как здесь есть простор для творчества. Очень красивый результат, который никого не оставляет равнодушным. И так, сейчас секундочку. Ладно, потом. И, собственно говоря, цветы кремовые, зефирные мне всегда очень нравились. Я себя считаю, и не только я, мои студенты и многие другие люди, кто приходит ко мне на эфиры, считают меня королевой зефирных цветов, потому что я первая стала делать цветы в натуральную величину. Вот такие вот шикарные огромные цветы. Это всего-навсего 7 цветочков, и у нас уже большущий 45-сантиметровый букет. В чем плюс создания цветов из зефира в натуральную величину? Да хотя бы просто потому, что зефирная масса, как бы ни рассказывали о том, что существует медленный зефир, это все понятие относительное. Зефир все равно застывает при температуре 40 градусов, быстро или медленно, тем не менее он всегда у вас застынет. И чем крупнее ваш цветок, тем лучше зефирная масса сохраняет свои качества в этом цветке, тем больше есть шансов того, что ваш зефир будет не только красивый, но и вкусный, так как все равно сейчас очень много уже мастериц стали заниматься зефирной флористикой, не то что 2 года назад, когда людям любой страшный кривой косой букет казался прекрасным. Сейчас у людей есть возможность выбирать. И для того, чтобы быть конкурентоспособными, нужно, чтобы ваши букеты были не только красивые, но еще и вкусные. Благодаря тому, что у меня авторская методика создания цветов, авторский рецепт зефира, он бесподобно вкусный, он позволяет делать шикарные цветы. И что еще нужно? Ничего. Шикарные, безумно вкусные цветы – это ваш залог успеха и конкурентоспособность, и вообще ощущение того, что вы не просто так живете на этом свете. Вот ромашки такие огромные, тоже мои произведения, которые я первая стала делать, такие большие, за мной все повторяют. Лилии. Лилии у меня желтые, теперь у меня были раньше беленькие. Тоже это моя авторская разработка. Лилии вот так вот выглядящие. Они огромные, они очень объемные. Сейчас у меня онлайн-курсы, благодаря которым я сейчас обучаю всех желающих в любом конце страны, мира. И мой авторский курс тоже уникальный, отличается от других тем, что я ставлю руку даже онлайн, и у меня абсолютно нулевые девочки и мальчики выходят по окончанию моего курса с уровнем преподавателя. Мои девочки, которые учились у меня, также успешно преподают. Так что, если вы хотите действительно базу, которая позволит вам создавать любые цветы из зефира, понимать, для чего, как и зачем вы делаете какие-то те-либо действия с зефиром и с зефирными цветами, то добро пожаловать ко мне. У меня есть шикарный курс «База», в котором я обучаю именно базовым цветам зефирным, самым часто используемым в букетах. И тоже, господи, я что-то задыхаюсь и заговариваюсь, очень жарко, ничего не соображаю. В общем, смотрите, какие шикарные цветы. Хотите гарантированно научиться онлайн таким цветам, приходите ко мне на онлайн-курс. Стоимость базы, где мы проходим
курс очный, программу очного курса, вернее. Так, секунду, будильник пыталась его отключить. Итак, у нас сегодня эфир ВКонтакте, поэтому я ваши сообщения все прочитаю после эфира. На все ваши вопросы я отвечу обязательно после того, как я закончу эфир. А сегодня мы с вами займемся созданием зефирных тюльпанов. Вот, зефирные тюльпаны. Кто хочет, в общем, делать вот такие невозможно красивые цветы, приходите ко мне на курс. Еще раз покажу вблизи. Такие вот красивые объемные лилии, большие. Итак, что нам нужно для зефирных тюльпанов? Для зефирных тюльпанов мы сделаем сегодня заварной зефир по моему авторскому рецепту. Сейчас я найду насадки. Мы сегодня будем делать большими насадками. Вот такими вот. Это насадки, которые делает Владимир Насадки. Они используются как для серединок роз Остина, так и для тюльпанов махровых. Для них у меня специально вырезанные мешки большие есть. Вот так как огромно отрезанные. Их нужно все вставить. Первым делом мы готовим инструмент. Всегда для зефира, для зефирных цветов мы подготавливаем рабочее место, инструмент, чтобы у нас было все под рукой. Куда же без меня, пишет Света. Дальше мешок отдельный для зефира, что мы будем перекладывать из мешка в мешок, делать разные цветы. Я сегодня без помощницы. Дайте мне подумать, на какую же подложечку мы с вами будем отсаживать цветочки, потому что у меня все подложки заняты всяким разным добром кондитерским, вернее зефирным. Вот, я нашла вот такую подложку, это для торта, очень удобная. Сверху ее я положу бумагу для выпечки. Сейчас покажем вам ее. Ай, стоять. Так, что мы видим? Мы видим небо почему-то. Угу. Отлично. Готовим бумагу для выпечки, приклеиваем ее на подложку. Обязательно нужно бумажку эту приклеить. Я приклеиваю ее на варенье, потому что оно всегда у меня под рукой. И оно съедобное, никакого вреда нашим тюльпанам и нашим заказчикам в будущем оно не сможет принести. Все, мы подготовили подложку для наших тюльпанов. Сейчас я еще найду влажную тряпочку. А вот она у меня есть. Так, я вам сейчас поставлю пока букетик, можете на него смотреть. Я схожу за яйцами, я забыла про них. Рассмотрели букетик? Прекрасно. Продолжаем. Итак, заварной зефир для наших тюльпанов огромных. Диаметром целых 5 сантиметров у нас насадка. Но могу сразу сказать, что тюльпаны в итоге получаются меньше, когда уже совсем готовы. Так.
что мы делаем с вами? Первое. Нам нужно сварить сироп для заварного зефира. Для начала мы с вами делаем все то же самое, что и обычно делаю я в классике. Раскрываем желирующие свойства агара. Единственное, что воды мы положим поменьше. На 30% меньше воды кладем в наш сироп. Ставим его на огонь. Дожидаемся, пока наш сироп закипит. Вернее, не сироп еще, а вода с агаром. Мы сделаем такой вот гель. А в чашу миксера мы с вами, сухую чашу, у меня взбивается зефир в грязных чашах, испачканных либо белковым заварным кремом, либо зефиром, в мокрых чашах. Белок яйца сорт 1 у меня. Сейчас посмотрим, сколько он грамм. 25 граммов белка у нас здесь будет. Желток я съем. Я ем сырые магазинные яйца. И со мной ничего не случается. Так, пока у нас... Да, и сюда мы добавляем в чашу миксера, куда мы разбили, отделили наш белочек, мы добавляем 50 граммов сахара. Все, вот мы перемешали белок с сахаром, поставили его. Здесь у нас вода с агаром превратились в такую вот густую кашицу. Сейчас мы сюда добавим пюре яблочное. Оно без сахара у меня, от домашних яблок. Положим мы его 100 граммов, 150. И добавим 100 граммов сахара. Все это тщательно перемешаем и отправим вариться. Заварной зефир можно поварить и с термометром, но можно этого не делать. Минус заварного зефира в том, что его нужно мешать, так как у нас он подгорает из-за того, что внутри, в нем в сиропе есть яблочное пюре, но вообще любое варенье, любое пюре. За счет этого нужно постоянно помешивать, иначе у нас все пригорит. Доводим до кипения на большой мощности. Как только наша масса закипает, мы с вами убавляем до средней мощности огонь. И варим до прозрачности. Но это тоже долгая история с этим всем, как его, господи, с заварным зефиром. Тоже я не люблю его по той простой причине, что его чем обычный классический зефир по моему рецепту. Но плюс его в том, что он его хорошо использовать для тюльпанов. Тюльпаны отсаживаются быстро, это не фигурные цветы, поэтому здесь мы дольше возимся, здесь у нас быстрее все проходит. Вот. Так, у меня есть время почитать. Сейчас я сделаю поярче свет. Почитаю, что вы тут пишете хорошего. Ой. Здесь мы здороваемся, хвалим букет. Отлично.
Значит, Галя Иванова спрашивает по стоимости моего зефирного курса. Ну, давайте еще полюбуемся цветами. Сейчас я помешаю чуть-чуть. Обратите внимание, что когда я делаю классический зефир, у меня одновременно начинаются взбиваться белки и варится сироп. Здесь же мы сначала довариваем сироп, потом начинаем взбивать белки, чтобы ни в коем случае их не перебить. Итак, если вы хотите заниматься зефирной флористикой, сразу хорошо начать, да, стартануть, особенно, либо поднять свой скилл, да, умение, кто уже занимается цветами, но хочет вырасти профессионально, приходите ко мне на курс. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, научиться делать вот такие огромные цветы. Где огромные, то есть, если вы научитесь делать большие цветы, также вы, ну, как бы автоматом вы научитесь делать и маленькие. Здесь просто авторская моя техника с база, которая позволит вам правильно понимать, вернее, правильно держать насадку, правильно видеть, подмечать нужное в живых цветах, какие нужны акценты сделать в зефирном цветке, чтобы он был похож на настоящий, да, вот, например, опять же, такие, как вот эти лилии, и благодаря тому, что у вас будет правильно поставлена рука, вы сможете расти профессионально. Очень многие мои ученицы стали намного круче меня, просто потому, что я раскрыла их потенциал, раскрыла их возможности, улучшается моторика, улучшается ловкость рук, улучшается понимание вообще того, что ты делаешь. То есть не как завороженные, да, вот делаете вот так и вот так, а почему делаете так и вот так, непонятно. У меня немножко по-другому все это дело проходит. Вернее, немножко по-другому, а совсем по-другому. Вот все. Вот я на секунду отвлеклась от сиропа, и он начинает у нас сразу же пригорать. Зефирными тюльпанами, вот я, допустим, не занимаюсь. Они для меня, ну, вот эти вот, которые вот этими насадками делаются, они для меня слишком простые, это неинтересно. То есть ты покакал, да, из мешочка, выдавил, и все. Где тут творчество? Другое дело, когда ты посмотрел на живой цветок, озадачился и решил создать что-то такое же, но из зефира. Я понятия не имею, сколько варить по времени этот наш сироп. Примерно по виду я дождаюсь, пока наша масса не станет более-менее прозрачной, потому что когда изначально выливаешь в сироп, оно такое матовое, но сейчас оно поварится, посветлее, не посветлеет, попрозрачнеет, и мы будем уже его выливать в белки, которые взобьем. В общем, по самому зефиру я даю базу у себя на курсе. То есть не вот возьмите там 5 грамм, ну, естественно, у меня есть рецепт базовый, и там это естественно, то есть пропорции, я даю пропорции, то есть когда вы будете соблюдать эти пропорции, у вас всегда будет получаться цветочный зефир, зефир для розеточек вот этих вот для еды. И я даю базу, основы и понимание, что когда вводить в зефир, как можно вводить жиросодержащие ингредиенты, содержащие энзимы, которые разрушают белок, без потери качества. То есть я даю возможность понимания, да, и то есть не так, что, ой, вот сборник 100 рецептов зефира. Вы сами, имея базу, миллион рецептов зефира, создадите сами, понимая, зачем, когда нужно положить шоколад, как ввести какао, как ввести эфирное масло, как, допустим, в каких пропорциях какие пропорции нужно соблюдать для цветочного зефира, чтобы он 100% получился, и прочие вещи. Что нужно сделать, чтобы зефир медленнее застывал. Вот эти все вещи я вам даю на курсе для того, чтобы вы были творцами, сами создавали дальше свои, фантазировали, реализовывали какие-то свои идеи, а не как болванчики повторяли, вправо-влево отошли и уже ничего не получается. Так, что у нас тут? Все, у нас близится к финалу варка сиропа. Начинаем взбивать белок с сахаром. Я начинаю всегда, у меня миксер с подогревом, я взбиваю с подогревом. Нет у вас миксера с подогревом, без проблем. Что мы должны знать про белок? Это то, что мы взбиваем его сначала на средней скорости до мыльной пены.
Это гарантирует нам пышность белка. То, что он станет у нас пышным и хорошо, качественно забьется, в нем останется сила, когда мы будем вводить сироп. И благодаря этому у нас будет пышный, хороший зефир. Итак, по стоимости, для ознакомления у меня есть курс «Волшебный зефир», но там только про зефир. Только про именно как про создание зефира, не про цветы. Дальше есть курс «База», у него 2 тарифа для самостоятельного обучения и для индивидуальных занятий со мной онлайн. Индивидуальные занятия стоят 9 900, самостоятельное обучение стоит 5 900. На курсе «База» вы изучите 10 цветов, там, по-моему, 12. Ну, короче, те цветы, которые мы изучаем на очном курсе, самые популярные. Это роза, хризантема, гортензия, георгин, пион, ромашка, василек, лилия. Что у нас там еще? Анютина глазка. И 10-й. Что же у нас в 10-м-то, господи, боже мой, какой у нас? Какой-то есть, тоже популярный. Ранункулюс, лютик который. Вот 10 цветочков у нас в курсе. Что у нас здесь происходит с сиропом? Сироп у нас густеет. Вот, видите, какой он шикарный. Заварной. Белки у нас потихонечку начинают взбиваться. Вот мы до мыльной пены взбивали, ну, 2 минуты любым миксером, примерно около 2 минуты на средней скорости нам достаточно, чтобы белки взбились до состояния мыльной пены. Это большие крупные пузырьки. Дальше мы включаем скорость на максимум и взбиваем до жестких пиков. Не дожидаемся, когда полностью масса на венчик намотается, а начнут образовываться небольшие ямки вокруг венчика. Я вам все покажу. У меня сейчас просто телефон стоит на зарядке. Дальше я читаю вопросы. Малышка Кристиночка сегодня неважно себя чувствует, решила не выйти на эфир. Значит, можно не мыть после замеса дежу и делать следующий замес? Татьяна Дайнега спрашивает. Да. Зефир, если вы делаете целый день, занимаетесь зефиром, вы моете чашу только тогда, если, допустим, вам нужно сделать белые цветы, а перед этим вы делали что-то другого цвета, розовое либо зеленое. Если у вас останется немного даже окрашенного зефира в чаше, то когда вы начнете новую партию взбивать, она у вас примет какой-то оттенок небольшой. Только после этого вы моете чашу, после цветного зефира перед белым. Даже вот я, допустим, делаю белковый заварной крем, и следующий у меня идет зефир, я не мою. Я мою перед белковым заварным кремом зефирную чашу, потому что там будут комочки в белковом заварном креме. А после БЗК не нужно абсолютно ничего мыть. Единственное, что вот Ирина Боярчук говорит, делаю тюльпаны по вашему классическому рецепту, все отлично получается. Да, и по классике тоже получаются тюльпаны. Ну, если уж решили заварной сделать, вот что-то мне бзикнуло в голову, вот сейчас сделаем заварной. Только почему-то у меня белок хреново взбивается. Еще есть такой нюанс. Вот я сразу же в чашу миксера всыпала сахар и белок. Я заметила, иногда белок плохо взбивается сразу с сахаром, а иногда хорошо. Я еще пока не поняла, почему. То ли это от свежести белка зависит, то ли от температуры. Вот у меня сейчас белок был из холодильника, и он взбивается не очень. Сейчас я вам покажу. Секундочку. Цеплю. Вот, видите, у меня еще пока белок плохо взбился. Сироп у меня готов. Здесь я напоминаю пюре яблочное, агар, сахар и вода. Он, в принципе, уже готов.
Давайте проэкспериментируем. Попробуем вот в такой плохо взбившийся белок влить. И посмотрим, что будет. Это наш эксперимент. Немного вольем для объема, скажем так. Блин, сироп такой густючий. Даже не льется уже. Сейчас я все размажу по чаше. Я думаю, сюда даже воды стоит добавить. Пока я с вами болтала, он переварился. Сейчас я его разжижу немножечко. Еще одна фишка есть по поводу немытых чаш. Если у вас остался немного, если у вас осталось немного, что у меня с телефоном, немного зефира в мешке, вот вы отсадили цветочки, у вас осталось немножко, ни туда, ни сюда. Сейчас я найду этот мешок, он у меня где-то был, я специально оставляла. Специально оставила для эфира мешок, в котором оставался зефир. Его можно закинуть в чашу и взбить вместе с новым зефиром до того, как вы влили сироп. Но я просто не могу понять, где он, потому что я точно помню, что он у меня был. Он туда не вступал. Хотела вам показать специально. Оставила. Думаю, сейчас на эфире покажу. Та-дам! Пропал. Вот, смотрите, у меня остался в мешке зефир. Он у меня, главное, чтобы он был не сухой. Он у меня в мешке не сухой, просто схватившийся. У меня его здесь граммов 20, наверное. Вот он такой уже. Видите, кашеобразный. Я сейчас его закину в чашу. Можно его закинуть в чашу миксера. Для чего мы это делаем? Когда у нас немного массы, то есть вот у нас один белочек, всего-навсего 25 граммов. Объема для взбивания мало, то есть венчик едва-едва касается, вот он прям вот наш венчик большой, да, он едва-едва касается небольшого количества белка. И взбивается масса, из этого дольше. Мы так долго варили сироп. Сейчас я туда закинула зефир. Видите, он разлетелся, правда, весь по чаше, но масса сразу же стала взбиваться намного лучше. И сейчас мы сюда выльем наш сироп. Я переставлю телефон, потому что мне будет неудобно выливать. Видно?
А вот ковшик я всегда, как только я заканчиваю выливать сироп, я заливаю водой и ставлю закипать. Почему я еще не люблю заварной зефир? Потому что его объем меньше, чем у классического. А если у нас меньше объем, то цветов у нас получится меньше. Он более плотный. Некоторым это нравится на вкус, но лично мне нет. Я не люблю более плотный зефир. Мне нравится зефир, который упругий, хорошо держит форму, но воздушный, то есть там много пор. Все, наша масса взбилась. Сразу же после вливания сиропа она уже практически готова. Видите, во-первых, мы слышим хлопки. Во-вторых, у нас образуются вот ямки вокруг венчика. Тюльпаны у нас сегодня будут желтые. Масса у нас готова. Массы у нас немного, поэтому мы отсадим один вид тюльпанов только. Я сразу же так я выберу какой-нибудь симпатичный. Вот этот. Он больше всех похож на тюльпаны. Вот, посмотрите, у меня масса стоячая. Все прекрасно получилось. Нам не нужен ни теплый мешок, потому что заварной зефир застывает дольше, чем классический. И отсаживать тюльпаны быстрее всего. Это самые быстрые цветы зефирные. Поэтому я вот так вот скручиваю мешочек, застегиваю его, кладу на стол и, не особо торопясь, подготавливаю на место для... Сейчас я опущу стойку. Для того, чтобы вы все хорошо видели. Итак, основной секрет отсадки наших тюльпанов в том, что у вас под рукой должна быть губка, смоченная либо водой, либо вообще растительным маслом без запаха. Вы окунули слегка, это для новичков я говорю, окунули слегка в мокрую губку насадку, не прикасаясь к поверхности, отсаживаем и поднимаем коротенькие цветочки. Ага, хрен, у нас они не получились почему-то. Ну, бывает. Даже у мастера. Вот. Так, видно? Ага. Длинные тюльпаны отсаживать не нужно. Иначе у них будут загибаться лепестки внутрь. Всем видно, все хорошо. Вот, у меня, допустим, начала слипаться серединка. Протираем ее. Опять собака слипается. Главное не держать на одном месте насадку. Как только у вас прикоснулся зефир к бумажке, сразу начинаем плавно поднимать руку вверх. Стоять. Вот отсадив 3-4 раза тюльпаны, вы просто почувствуете этот момент. Я опять же таки советую тренироваться на белковом заварном креме.
Все, это уже жалкие остатки. Итак, наши тюльпанчики. Что можно дальше с ними сделать? Дальше наши тюльпанчики. Вы помните, да, что у нас приклеена бумажечка. Мы ставим их вертикально и можем окрасить серединки. Кому-то в зеленый, а кому-то в розовый. В розовый симпатичнее получается. Попробуем в красный. И в оранжевый. Вот такие вот разномастные тюльпанчики у нас получились. Вот тут мне хочется поярче сделать. Видите, да? Все, тюльпанчики отсадились. Они уже подстыли. Их можно снять. Какой-нибудь такой поярче возьму. Вот. Вот наш тюльпан. Так, сейчас я найду стул. Сядем. На фоне букетиков. Наши чудесные букетики. Вот так, чуть-чуть. Опа. Пойдет? Пойдет. Тюльпаны разворачиваем сюда. И надо сделать фоточку. Скриншотик на прощание. Вот такой у нас эфир получился, где мы долго варили зефир и быстро делали цветочки. Надеюсь, мои рекомендации вам помогут в отсаживании этих прекрасных тюльпанов. За что я их не люблю, за что они долго застывают. Третий сейчас заложу. Пятерня вся грязная в зефире. Итак, скриншот на память. Ну что ж, мы с вами сварили заварной зефир. Рецепт заварного зефира будет в рекламном посте. А хотя нет, знаете, что я сейчас напишу вам рецепт в комментариях. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот, приходите ко мне учиться. Станете суперфеей, мастерицей зефирных цветов, обладательницей высших знаний кондитерского искусства, вернее, зефирной флористики. Да, насадкой мы делали пионы, тюльпаны насадкой от Владимира. Большими вот такими насадками, его самыми большими, диаметром 5 сантиметров. Они используются как серединки для розы Остина, так и вот и для отдельных махровых тюльпанчиков.
Ну что ж, до новых встреч, до новых эфиров. С вами была Пикарина.